Добрый день, дорогие водолеи! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на этот апрель 2024 года. Ну что, ребят, приехали. Месяц, который принесет вам очень много активных действий. Я бы так сказала, этот месяц, когда вы почувствуете себя на коне. Этот месяц, когда у вас наконец-то начнет что-то получаться, вы выйдете из состояния каких-то действий без результата. Эти действия принесут плоды, естественно, если вы будете работать, трудиться, если вы будете принимать решения, если вы будете как раз-таки не отступать от своего плана, если соблазн расслабиться вас не победит, и ваше внутреннее состояние чего-то достичь будет сильнее, тогда да. Если же в этот месяц вы решите полениться и ничего не поделать, будете проводить праздное времяпрепровождение, конечно же, праздник удастся. Но я вам скажу так, что этот месяц настроен на работу для того, чтобы получать феноменальные результаты в своей деятельности, для того, чтобы продвинуться в карьере, для того, чтобы как раз-таки быть тем, кем вы давно хотели. И здесь момент. Реально ли вы готовы к этому или нет? Идете ли вы к своим целям по жизни или нет? Отсиживаетесь ли вы дальше или все-таки действуете? Этот момент необходимо прям для себя понять, для того, чтобы не распылить это время, иначе апрель получится такой пустышкой, да? Потому что энергия будет как раз-таки работать на ваши действия во благо, для того, чтобы вы получили прибыль, для того, чтобы вы реализовались, для того, чтобы вы стали успешнее, продвинулись в своем деле, про вас узнали люди как о качественном специалисте. И здесь, конечно же, это нужно понимать. Ну, если вы решили залениться, то это, конечно же, время уйдет, пустится, и потом будете сожалеть. Естественно, во время этого апреля событий будет очень много, события будут отвлекать. Здесь просто, насколько вы захотите участвовать во всех этих событиях, насколько они для вас будут важнее, чем своя жизнь. Я же все-таки говорю за то, чтобы не уплывать куда-то в те реальности, которые отделяются от вашей жизни. Живите свою жизнь, вступайте в свою реализацию, она вам нужна. Потому что очень часто слышу от водолея: все могу, все умею, но не знаю, чего на самом деле хочу. И это такой, знаете, вопрос со звездочкой, что если вы как раз доросли до того уровня, когда вы понимаете, что вы хотите, тогда необходимо действовать. И здесь, конечно же, работа, бизнес, продвижение, реклама, поездки, путешествия, да, разработки, все это будет у вас получаться. Здесь действуйте, реализовывайтесь. Идете ли вы на новую работу, просто понимаете, если вы находитесь в поиске работы, ищете работу, то проверяйте все документы, договора и тому подобное. Будете, конечно, присматриваться долго к коллективу, потому что помните, что у нас ретро-мерка с 3 по 24 апреля, плюс с каждого дня еще можно, с каждого периода можно по 3 денечка накинуть, получается у нас весь апрель ретроградного Меркурия, и здесь такой момент, что необходимо будет все-таки всю информацию, которая к вам будет поступать, проверять, получится такой момент недоверия, да, с вашей стороны, поэтому здесь просто понимаете, что необходимо все проверять и действовать. Да, ошибки будут, но ошибки это не критично. У нас с вами по нескольку раз в год всегда ретроградный Меркурий, в этом году он, правда, 4 раза, поэтому здесь, конечно же, мы не делаем ставку на ретромер как планета, которая будет нас отвлекать очень сильно. Нет, ребят, у нас апрель начинается с коридора затмения действующего, да, 8 апреля у нас солнечное затмение, потом у нас соединение Марса с Сатурном, который для вас, водолеи, в том числе будет активным и продуктивным временем. И здесь, пожалуйста, понимаете, что Сатурн является вашим вторым правителем, который активно и планомерно будет продвигать вас к своей цели, поэтому здесь, конечно же, напор, активность, действие для достижения результатов – это все то, что вам необходимо. Поэтому здесь внедряйтесь, не отсиживайтесь.
Не растратьте эту энергию для того, чтобы ругаться дома с любимыми, потому что когда активная овновская амбициозная энергия не расходуется по своему прямому назначению, а прямое назначение — это деньгозарабатывание, да, потому что Марс у нас является основной планетой в достижении денег, в пробивании таких сил, такая реально мужская марсианская энергия. И здесь понимаете, что если эта энергия не потрачена на деньгозарабатывание, на работу и на бизнес, тогда, естественно, это будут испорченные отношения дома. Не портите дома отношения с любимыми. Понимайте, что эта эмоция пройдет, перейдет буквально несколько дней, и все, несколько недель, я бы вот так сказала, потому что у нас там буквально 7 дней будет у нас Сатурн в соединении с Марсом, и потом уже этот аспект начнет разваливаться, и уже не будет столько вот эмоций в этом плане. Поэтому первая половина апреля — активное, мощное, амбициозное действие, действуйте активно. Вторая же половина апреля не будет такой сложной, не будет такой амбициозной, и, конечно же, уже так работа пойдет более планомерно, размеренно, будет все понятно, уже привыкнете к каким-то таким ключевым моментам, которые отвлекали, если раньше рассеивали внимание, то уже здесь, конечно же, вторая половина апреля будет более планомерная, но я не скажу, что она будет плохая, какая-то неудачная, нет. Она в том числе такая же, нацеленная на результат. Если же в этот момент появится в вашей жизни поездки, путешествия, командировки, в том числе действуйте. Ни в коем случае этим не пренебрегайте, это будет сделано все только для вашего роста, для вашего развития, для того, чтобы укрепить ваш социальный статус. Поэтому прекрасно действуйте, это пойдет вам на пользу. Если же у вас будут обучения, особенно то обучение, которое вы когда-то давным-давно забросили, прекрасное время его начать в апреле. Весь апрель ретроградный Меркурий, планета, которая заставляет нас выучивать или переучивать все то, что не получилось дальше. В ретро-мерк получится вот просто идеально. Потому что все мы знаем, что ретроградный Меркурий, который работает с какими-то застарелыми делами, которые не получались у нас ранее, начните их делать в ретроградный мерк. Все получится как надо, да, вы потратите силы, эмоции, энергию, но вы эту энергию потратите не на ругание, например, там за рулем на дороге с кем-то, да, вы потратите это на учебу, это будет продуктивная работа мозга. И это очень даже хорошо, вместо того, чтобы пылить и портить отношения там с близкими или не с близкими людьми, да, то есть вступать в какие-то нелепые конфронтации, портить себе жизнь. Потому что мы знаем, что когда мы вступаем в конфронтации, мы не человеку портим жизнь, а себе. Поэтому здесь, если работает ваш мозг в этом апреле, дорогие водолеи, это прекрасно. Учиться реализовываться, зарабатывать деньги, продвигаться, осваивать что-то новое или добивать старое, если что-то не получилось, тоже хорошо. На новое, конечно, необходимо будет затратить очень много энергии и сил. Я не скажу, что это плохо. Нет, у водолеев очень много сил, эмоций. По крайней мере, планеты на небе будут в таких аспектах и соединениях, которые заставляют, да, прикладывать много сил. Ну, ребята, вот такой мощный, активный месяц, который, конечно же, в коридор затмений еще будут задаваться вопросы каждому персонально и индивидуально, кто на что гораст, кто куда идет, зачем, почему и на что способен. Я не скажу, что это плохо, я скажу, что это очень хорошо. Месяц очень активный, сложный, в том числе для работы, да. Но вам это нужно, у вас очень много силы, не просто эмоционального интеллекта, а вообще в принципе интеллекта. И да, дорогие водолеи, вы засиделись, особенно если чувствуете вот такую усталость, я бы так сказала, такую замерзшую, плесневелую усталость от весны, от зимы этого года, которая продлилась уже, там, началась весна, и вы чувствуете вот эту тяжесть, что все не получается, вы не можете прийти туда, куда вы хотите, то апрель, конечно же, расшевелит и расширит горизонты. С коридором затмений, который начался 25 марта и по 8 апреля, начинается как раз-таки съезжание Юпитера с Ураном, и здесь, конечно же, удача к вам будет только приближаться. В середине апреля этот аспект будет точным. Действуйте, ребят.
Ни в коем случае не пренебрегайте это время. Конечно, если вы захотите просто затусить по-водолейски и вот наплевательски отнестись к этому времени, ну, вы отдохнете, да, расслабитесь. Ну, если вы молодой водолей до 30 лет, то это еще нормально. Если же вы водолей, которому под 40, ребята, чревато это время тратить на увеселительные мероприятия целый месяц. Конечно же, время отдыха быть должно, но понимайте, что апрель — это тот месяц, в котором необходимо прям активно вписаться в свою жизнь. Активно и на коне стать как раз тем человеком, которым вы давным-давно хотите стать. И если все-таки лениво, тогда, к сожалению, будут другие месяца в этом году, которые будут выводить из колеи настолько мощно, что придется браться за работу очень быстро и не при таких удачных аспектах на небе. Еще раз говорю, этот аспект, который у нас с вами в апреле, его больше в этом году не будет и не будет так легко для реализации. Поэтому, дорогие мои, действуйте, внедряйте. Да, первая половина апреля более сложная, но она даст больше, я бы так сказала, размах, да, заставит принимать кардинальные решения, на что вы способны, что вы боитесь, почему вы куда-то не шли, да, будет выявлять вот такие вот моментики, которые сложноваты. И, конечно же, вторая половина апреля будет более такая размеренная. Но я еще хочу сказать, что все те, кто смотрел «Весну возможностей», понимают, что март это еще будет, май это будет еще такой приятный бонус для тех, кто в апреле, конечно же, потрудился и сделал. Тогда, конечно же, в мае, это я мотивирую на то, чтобы вы в апреле все-таки начинали действовать, чтобы в мае вы получили все то, что вы давно хотели, или хотя бы встали на ту лыжню своей реализации. Да, это будет приятный бонус для вас, водолеи, поэтому действуйте. Не хочу говорить каких-то таких сложных вещей, которые 100% будут. События, которые будут происходить вокруг, они в этом году у нас вообще год богат на события. И весна этого года, она сложная на события, разные, неприятные в том числе. Где-то будет штормить, где-то будет колбасить. Мы вступили вообще в год активной солнечной энергии, когда у нас еще будут катаклизмы. Поэтому здесь еще прекрасно, ребят, понимаете, что события будут происходить много. Человеческая глупость тоже растет, поэтому здесь понимайте и осознавайте, что гарант вашей безопасности, гарант вашего будущего в ваших руках, дорогие водолеи. И здесь, конечно же, возьмите под контроль свою жизнь, свою работу, свою личную жизнь, потому что на фоне вот такой энергии, всплеска эмоций захочется погулять на широкую ногу. Просто будьте ответственными, не наломайте дров со своими вторыми половинками, да. Не надо уходить в какие-то измены, не надо уходить в какие-то гулянки. Будьте честны, будьте ответственны, потому что вот прям вот вас понесет. Вот заземляйтесь, максимально заземляйтесь и включайте здравый смысл, потому что захочется, Венера еще тем более переходит в знак Овна у нас 5 апреля, и это время активных действий, особенно те водолеи, у кого Венера в натальной карте находится, я бы так сказала, в огненных знаках, да, захочется прям-таки погулять на широкую ногу. Понимаете, имейте ответственность перед своими вторыми половинками, что это такой шаг, который явно не принесет счастья ни в вашу семью, ни в ваш дом, счастливым никого не сделает, а мимолетные какие-то увлечения очень сильно могут испортить жизнь в будущем, которую вы натворите в этом апреле. Поэтому не совершайте ошибок, они на самом-то деле, особенно в середине апреля, когда Венера будет в соединении с северным кармическим узлом, в соединении с ретроградным Меркурием, да, это такой момент, когда в районе 15-20 апреля, да, вот эта неделя, плюс-минус несколько дней, захочется прям активно погулять, изменить, натворить дел. Не вкладывайте в эту энергию, проводите время со своими вторыми половинками. Помните, что поступая по справедливости и по честолюбию в этом апреле, да, то есть надо вспомнить слово «честь», и справедливость. Это основные, я бы так сказала, спутники этого месяца и этого года, когда у нас будут такие вопросики, как мы ведем себя со своими вторыми половинками, так и с нами имеют право себя повести, да. Поэтому будьте здесь честными, будьте здесь понимающими, и не надо делать то, что бы вы не хотели, сделали с вами.
Поэтому да, будьте справедливым и честным партнером в личной жизни, в любви, в работе в том числе, потому что соединение Венеры с кармическими узлами потом дает очень такие серьезные разборы полетов, сложные расставания, когда эта история опять будет в этом году, но уже в другом сезоне, я бы это так сказала, да. Поэтому здесь будьте честными, будьте ответственными за свои отношения, не ломайте дров. Помните, что еще ни одна измена не принесла счастья в избу. Как там любят говорить, что нужно хорошо погулять, чтобы укрепить отношения. Ребята, все это чушь абсолютная. Только неадекватный ценит и считает это правдой. Знаю много союзов, которые развалились из-за как раз-таки вот таких мыслей. Не разлагайте свой мозг, вспомните слово справедливость и честь, и принимайте это в своей жизни, потому что только так ваши отношения продлятся, качественно и долго, да, то есть если вы хотите идти со своим партнером в долгу, да, тогда стройте те самые отношения, которые, вот кажется, что таких отношений нет. Они есть, ребят. Просто такие отношения, они мелькают по телевизору, в соцсетях. Это не те отношения, которые на показ. Это те отношения, которые люди берегут, они их ценят. И они ценят сами отношения, и не как это выглядит, как картинка. Они ценят то эмоциональное, что есть среди людей. Да? Поэтому здесь понимаете, что нет досягаемого идеала, просто нужно к нему стремиться. Любите, встречайтесь, создавайте теплые моменты со своими любимками в этом апреле. Это время тоже для вас нужно и необходимо, и не ругайтесь. Еще раз говорю, что все те моменты, в которых хочется поругаться, потратьте вот эту силу на деньгозарабатывание, на достижение в бизнесе. Поверьте, там это окупится финансов и сделает вас гораздо счастливее, чем скандалы в семье и дома. Вот такая история, дорогие мои любимые водолеи. Что касается здоровья, на этот апрель я не скажу, что у вас что-то будет плохо, что у вас будут какие-то моменты, тяжелые переживания, разве что будьте аккуратны за рулем, потому что ретроградный Меркурий все-таки, и здесь момент в середине месяца, еще ретромерк в соединении с северным узлом, понимаете, куда вы идете по жизни. Если же вы уверены, что вы идете туда, но в вашей жизни случаются аварии, понимаете, что тогда это все взаимокомпенсация Вселенной, она вас немножко двигает и говорит, как бы вот ты не туда идешь, подвинься, в другую сторону смотри, да. Такое тоже, к сожалению, бывает. Вообще, в принципе, в ретроградном Меркурии будьте аккуратны за рулем. Вы как знак, который активный, очень подвижный у вас интеллект, действия скоростные, быстрые, резкие, поэтому здесь будьте, конечно же, внимательны за рулем в том числе. Не ругайтесь, меньше накала страстей, в плане того, что конфронтаций, споров, больше действий, меньше вот этих ссор, больше действий, и тогда этот апрель будет максимально продуктивный, а май будет максимально прибыльным. Дорогие мои любимые водолеи, я желаю, чтобы этот апрель прошел у вас, вот как вот сами себе хотите, знаете, вот как на Новый год себе каждый желает, чтобы он был ярким, классным, денежным, финансовым, успешным, с любимками, со вторыми половинками, чтобы вот он был максимально классный, да, такой роскошный, наполненный. Вот этот апрель для вас обещает быть таким, если вы будете действовать. Если вы решите все-таки тусоваться, отдыхать и это время куда-то потратить, ребята, не тратьте, потратьте на свою реализацию, и тогда точно и 25-26 год, особенно если вы находитесь на пороге кармических разворотов узлов, там 36, 37, 38, 39, 40 лет, нельзя в это время тусоваться, нужно действовать, активно вгрызаться в работу, в жизнь, и вот это время не отпускать. Я же желаю вам активного апреля, чтобы он у вас получился ярким и незабываемым. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео, обязательно с пометкой дата, время, место рождения и ваш вопрос. Ребята, вас становится все больше и больше, и если вы упускаете какую-то из этих 3 деталей, то я автоматически перехожу к тем комментариям, отвечаю на те, где уже есть полные данные. Поэтому, пожалуйста, пишите все сразу.
Ну, а самых отважных, конечно же, кто хочет ускориться и взлететь быстренько, жду на консультации, записывайтесь, буду рада всех видеть, конечно, если сил и времени на всех хватит. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. В конце по классике актуальные ролики, и если вы их еще не смотрели, посмотрите и примите верное решение. Весна возможностей — это тот ролик, который сделан на 3 месяца, то есть, посмотрев его сейчас, вы можете даже спланировать свой май месяц. Вот так дальновидно я решила делать продуктивно. Все, ребята, прощаюсь, увидимся с вами в следующем видео. Желаю вам прекрасного месяца. Пока-пока, до новых встреч.